Мужчина кормит голодного бездомного щенка, и реакция собаки просто душераздирающая. Карлос смотрел в окно своей маленькой квартиры, наблюдая, как мир проходит мимо него. В свои 42 года он чувствовал, что жизнь оставила его позади, превратив в забытую реликвию в городе, который никогда не менялся. Груз недавних потерь тяжело давил на его плечи, сгибая его, как усталое дерево во время бури. Вы когда-нибудь чувствовали себя настолько одиноким, что даже собственное отражение казалось вам чужим? Теперь это была реальность Карлоса. Его дни сливались в однообразный цикл пробуждения, работы и прерывистого сна. Смех влюбленных в парке внизу только усиливал тишину в его доме. На прикроватном столике пылилась фотография, сделанная в более счастливые времена. Карлос со своей покойной женой и Еленой. Их улыбки застыли в момент радости, которая теперь казалась далекой мечтой. Рядом с ней более свежая фотография его родителей, которые умерли от болезни, с разницей в несколько месяцев. Пустых мест в его жизни, казалось, становилось все больше с каждым днем. Распорядок дня Карлоса стал его броней, защищавшей его от боли, связанной с миром, который, казалось, существовал без него. Но когда он отвернулся от окна, тихий голосок в глубине его сознания прошептал опасный вопрос. Как долго он сможет так жить? Часы в офисе неумолимо показывали 5 часов вечера, и каждая секунда приближала Карлоса к очередному одинокому вечеру. Пока его коллеги возбужденно обсуждали планы на выходные, он тихо собрал свою сумку, оставаясь незаметным в суете. Предвкушение пятницы. Выйдя на улицу в лучах заходящего солнца, Карлос отправился домой своим привычным путем. Город вокруг него пульсировал жизнью, уличные торговцы, расхваливающие свои товары, дети, смеющиеся дети, спешащие домой из школы, юные влюбленные, идущие рука об руку. Как странно было быть окруженным таким количеством жизни и в то же время чувствовать себя совершенно одиноким. Карлос шел, опустив голову, машинально ступая по хорошо утоптанной дорожке. Он проходил мимо тех же достопримечательностей, которые видел каждый день: старого книжного магазина с выцветшей вывеской, кафе, где они с Еленой обычно завтракали по воскресеньям, парка, где... Он тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Когда он приблизился к небольшой площади возле своего дома, что-то заставило его остановиться. Слабый звук, почти затерявшийся в городском шуме. Было ли это хныканье? Карлос заколебался. Одной ногой он уже стоял на пути домой, другой — навстречу неизвестности. Он и не подозревал, что этот момент все изменит. Любопытство Карлоса взяло верх. Он сошел со своего обычного пути и направился на звук в укромный уголок площади. Там, прижавшись к холодному камню здания, стояла маленькая дрожащая фигурка. Собака, если ее можно так назвать. Существо было таким худым, его ребра торчали, как прутья клетки. Шерсть, спутанная и грязная, свисала клочьями с его хрупкого тельца. Но внимание Карлоса привлекли глаза. Большие, карие, наполненные болью, которая отражала его собственную. Вы когда-нибудь видели существо, настолько подавленное жизнью, что, кажется, потерявшее всякую надежду? Эта собака была воплощением отчаяния. Ее хвост, плотно поджатый между лап, не выражал ни малейшего признака радости, которую обычно излучают собаки. Финн трусливо уставился на него, словно ожидая очередного жестокого удара со стороны мира. Карлос застыл, не зная, что делать. Пес настороженно наблюдал за ним. Слишком слабый, чтобы бежать, слишком напуганный, чтобы надеяться. В этот момент оживленный город вокруг них исчез. Это были просто человек и зверь, две одинокие души, соединившиеся через пустоту их общего горя. В голове Карлоса промелькнуло воспоминание. Елена, всегда останавливающаяся, чтобы погладить каждого бездомного, которого они встречали, с сердцем, достаточно большим, чтобы любить весь мир. Что бы она сделала в такой ситуации?
Эта мысль одновременно согрела и причинила ему боль. Словно почувствовав его внутренний конфликт, собака снова заскулила, на этот раз тише. Казалось, этот звук спрашивал: «Ты будешь тем, кто наконец увидит меня?» Рука Карлоса сама по себе потянулась к сумке с едой. Он вытащил бутерброд, который приготовил на ужин, простую ветчину с сыром на пшеничном хлебе. Ничего особенного, но для голодной собаки это могло бы сойти за настоящий пир. Медленно, осторожно он присел на корточки и протянул сэндвич. «Вот», — тихо сказал он хриплым от долгого бездействия голосом, — «все в порядке. Можешь взять». Нос пса дернулся, уловив запах еды, но он все еще колебался. Сколько раз это бедное создание уже было обмануто. Как часто обещание проявить доброту оборачивалось очередным разочарованием. Карлос отломил маленький кусочек от бутерброда и положил его на землю между ними. «Видишь? Это хорошо. Вы можете съесть его. Представьте себе внутреннюю борьбу этой маленькой измученной души, голод, терзающий ее живот, страх, парализующий ее конечности. И все это победит». Долгое время ни человек, ни собака не двигались. Затем, дюйм за дюймом, собака поползла вперед. Ее глаза не отрывались от лица Карлоса, высматривая признаки угрозы. Наконец ее нос коснулся кусочка еды. Одним быстрым движением кусок исчез в пасти собаки. Карлос почувствовал, как на его губах появляется легкая улыбка. Первая, казалось, за целую вечность. Он отломил еще кусочек, и на этот раз собака взяла его с большей готовностью. Пока собака ела, Карлос размышлял, кто кому помогает в этот момент. Когда с бутерброда исчезли последние крошки, Карлос наблюдал за собакой со смешанным чувством любопытства и беспокойства. Что же теперь произойдет? Убежит ли животное, вернувшись к своей одинокой борьбе на улицах? Но то, что произошло дальше, застало Карлоса врасплох. Собака, покончив с едой, подняла на него глаза, в которых, казалось, зажглась искра жизни. Мгновение они просто смотрели друг на друга, человек и животное, соединенные добрым поступком. Затем, с нерешительностью говорившей о прошлых обидах, пес медленно приблизился к Карлосу. Его хвост, который больше не был плотно прижат к телу, неуверенно завилял. Можете ли вы представить, сколько мужества потребовалось этой измученной душе, чтобы снова довериться? Медленно. О, как медленно. Пес вытянул шею и нежно лизнул Карлоса в руку. Прикосновение было мягким, едва заметным, но оно словно пронзило все существо Карлоса. Когда в последний раз какое-либо живое существо обращалось к нему с такой чистой, незамысловатой привязанностью? Словно ободренный собственной храбростью, пес сделал еще один шаг вперед. А затем, сделав движение, от которого у Карлоса перехватило дыхание, он свернулся у его ног, прижавшись к ним своим худым тельцем. Смысл был ясен. «Я доверяю тебе. Ты мне нужен. Пожалуйста, не оставляй меня». Карлос почувствовал, как к горлу подкатывает комок. Это существо, у которого были все основания бояться людей и не доверять им, решило довериться ему. Тяжесть этого доверия была одновременно пугающей и волнующей. Когда пес прижался к нему, Карлос почувствовал, как что-то надломилось у него в груди. Как будто плотина, которую долго удерживали горе, и одиночество, наконец, прорвалась. Слезы, непрошенные и неудержимые, покатились по его щекам. «Когда вы плакали в последний раз?» Не из-за печали или боли, а потому что что-то так глубоко тронуло вашу душу, что слезы стали единственным возможным ответом. Тело Карлоса сотрясалось от беззвучных рыданий, изливавших на него годами сдерживаемые эмоции. Собака, почувствовав его страдания, посмотрела на него с беспокойством. Оно ткнулось носом в его руку, как бы говоря: «Все в порядке, я здесь». В этот момент Карлос осознал, как ему не хватало общения. Он отгородился от мира, думая, что это защитит его от дальнейшей боли. Но поступая так, он также лишил себя возможности исцеления.
Это маленькое, измученное создание за считанные минуты достигло того, чего не смогли достичь месяцы добровольной изоляции. Это напомнило Карлосу о его человечности, о его способности чувствовать, заботиться, устанавливать контакт. Когда слезы улеглись, Карлос посмотрел на собаку. Ее глаза, в которых больше не было ни голода, ни страха, смотрели на него со смесью благодарности и беспокойства. В этих глазах Карлос увидел отражение своего собственного одиночества, своей потребности в общении. В его голове начала формироваться мысль, поначалу робкая, но с каждой секундой становившаяся все более ясной. Карло стоял на перепутье как в прямом, так и в переносном смысле. Логическая часть его разума призывала к осторожности. Он не был готов к тому, что у него будет домашнее животное. В его квартире животные были запрещены. Он едва заботился о себе, не говоря уже о других живых существах. Но когда он посмотрел на собаку, все еще прижимавшуюся к его ногам, эти возражения показались ему банальными. Как он мог уйти сейчас? Как он мог вернуться в свою пустую квартиру, зная, что оставил эту душу на произвол судьбы? Вы когда-нибудь сталкивались с решением, которое, как вы знали, могло измениться свою жизнь безвозвратно? Вот где Карлос оказался, в тихом уголке оживленной площади, с бездомной собакой и выбором. Он глубоко вздохнул. Смерть. «Ну что ж», — тихо сказал он, его голос все еще был хриплым от слез. «Я думаю, теперь мы в этом вместе, не так ли?» Пес, словно понимая важность момента, завилял хвостом с чуть большим энтузиазмом. Это был небольшой жест, но Карлос воспринял его как подтверждение. Для них обоих начиналась новая глава. С помощью нежных уговоров Карлосу удалось взять собаку на руки. Она была пугающе легкой, ее кости выделялись под спутанной шерстью. Когда они направились к дому, Карлос не мог не поразиться странности ситуации. Вчера он шел по этой тропинке в одиночестве, погруженный в свои мысли. Сегодня на его плечи легла новая ответственность, и, возможно, появился новый друг. Дорога домой с собакой на руках приобрела совсем другое качество. Карлос поймал себя на том, что замечает то, чего не замечал месяцами. Улицы, то, как заходящее солнце окрашивает здания в теплые тона, веселое щебетание птиц, устраивающихся на ночлег, любопытные взгляды прохожих. Можете ли вы представить, что чувствовала собака, когда ее перенесли в безопасное место после того, как она неизвестно сколько времени провела на улице? Каждый шаг, должно быть, был смесью страха и надежды. Неизвестное будущее одновременно пугало и обещало. Когда они приблизились к его дому, Карлоса на мгновение охватила паника. Что, если их увидят? Что, если о нем сообщат? Но, взглянув в доверчивые глаза собаки, он понял, что теперь не может повернуть назад. Глубоко вздохнув, он вошел в здание. Он прижимал собаку к груди. Когда двери лифта закрылись за ними, Карлос понял, что впервые за несколько месяцев он с нетерпением ждет того, что будет дальше. Пустота его квартиры больше не казалась убежищем, а пространством, ожидающим, когда его наполнит новая жизнь. Щелчок закрывшейся за ними двери квартиры возвестил о начале новой эры. Карлос осторожно опустил собаку на землю, наблюдая, как она осторожно осматривает новое окружение. Резкий контраст между грязной, спутанной шерстью собаки и нетронутой квартирой стал ярким напоминанием о предстоящем испытании. «Сначала о главном», — пробормотал Карлос, направляясь в ванную. Он налил в ванну теплую воду, тщательно проверяя ее качество. Когда в последний раз вам приходилось уговаривать испуганное животное сделать что-то для его же блага? Карлос поймал себя на том, что говорит мягким, успокаивающим голосом, которого не использовал уже много лет, когда медленно подводил собаку к воде. Купание было деликатной операцией. По мере того, как смывались слои грязи, Карлос мог видеть истинную степень состояния собаки. Ребра резко выступали, а на участках кожи виднелась выпавшая шерсть.
Каждое новое открытие придавало Карлосу еще больше решимости помочь этому существу вылечиться. После ванны встал вопрос о еде. Карлос рылся в своей кухне, остро осознавая, насколько плохо он подготовлен к такой ситуации. Он остановился на обычном рисе и кусочке вареной курицы, надеясь, что это будет полезно для желудка собаки. Пока пес ел, Карлос мысленно составлял список всего, что ему понадобится. Правильный корм для собак, постель, игрушки, возможно, какие-нибудь лекарства. Масштаб предстоящей задачи был ошеломляющим, но впервые за несколько месяцев Карлос почувствовал целеустремленность. В ту ночь, когда Карлос готовился ко сну, он понял, что собаке негде спать. Недолго думая, он схватил дополнительное одеяло и устроил уютное местечко рядом со своей кроватью. «Да ладно», — он похлопал по импровизированной кровати. «Здесь ты в безопасности». Дни превратились в недели, и медленно, но верно и Карлос, и пес начали преображаться. Собака, которую Карлос начал называть Эсперанса или Хоуп, прибавила в весе и силе. Ее шерсть, некогда спутанная и тусклая, засияла здоровьем. Но самая поразительная перемена произошла в ее глазах, где раньше были только страх и смирение, а теперь появилось доверие и даже радость. Вы когда-нибудь были свидетелями возрождения духа? Именно это Карлос каждый день видел в Эсперансе. Каждое виляние хвостом, каждый игривый лай, каждый момент доверия были чудом, которое неизменно трогало его сердце. Но изменилась не только Эсперанса. Карлос поймал себя на том, что стал больше улыбаться и разговаривать, даже если это было только с собакой. Он начал совершать более длительные прогулки, заново открывая для себя те уголки района, которые долгое время игнорировал. Соседи, которые в его изоляции превратились в жалкие тени, теперь останавливались поболтать, привлеченные дружелюбным поведением Эсперансы. Однажды солнечным днем, когда они сидели в парке и наблюдали за играющими детьми, Карлос осознал нечто глубокое. Пустота, которая так долго терзала его, отступала. Она никуда не делась. Скорбь по потерянным близким всегда будет частью его души. Но теперь, наряду с этим горем, в нем росло что-то новое. Надежда, целеустремленность и дружеское тепло. Эсперанса, почувствовав его настроение, положила голову ему на колени. Карлос погладил ее по шерстке, удивляясь тому, как этот маленький добрый поступок так кардинально изменил их жизни. Маленький добрый поступок.